Привет всем! Начинается наше путешествие с вечернего Питера. Подробности позже. А пока что я стою на пересечении Димитрова и Бухареска и жду Юрку, и жду трамвая с ним. Осторожно, Андрей. Здорово. Давай. Ой, блядь, ладно. Так, мы пришли на автобусный вокзал, потому что мы едем в Хельсинки. Во сколько у нас? Неважно. А оттуда мы уже полетим в Грецию, правильно? Вот. Все замутил вот этот парень. Всю эту тему стал пробивать еще год назад. Хотел на яхте покататься. Подешевле, блядь. Вот. Ну ладно, подробности позже. Парни решили дернуть пивка. Я вот немножко удивляюсь на них. Не опасаются ли они перед автобусом пить пиво? Вот. Юрины вот такие прелести здесь. Вот так. Ну ладно. Дай бог всем здоровья. Туалет автовокзала достаточно типичен. Бумага в наличии. Вы не переживайте, ребят. Ну, в целом, опрятно. Не воняет. Тесновато. И воняет реально этим хлоркой и дизелем от автобуса. Так можно здесь, зато будет залезать прямо через окно. Можно. Слушайте, парень, я думал, что здесь будут требовать паспорта. Какие? Ну, не надо проверять. У меня только загран стал. Вон там наш автобус. Вот он, наш автобус. Такой, достаточно солидный. Юрка все его рекламировал, что он вообще крутой должен быть. Наш вот этот? Вроде этот. Ну, да. Что, тебя уже пивко? Второй подъезд. Ну-ка, а снаружи что написано? О, нихера, Скания. Очень Уважаемые круто. пассажиры, багажный. Автобус длинный. Так, ну вот мы поехали потихоньку. На часах почему-то 4:11 указано. Ходят слухи, что есть туалет и кофемашина. Вот, пацаны как странно посмеиваются. Мы с Юрой прогулялись конец автобуса. Много позитивных людей вроде. Да там, в принципе, все позитивные. Вот так.
в Астане проиграла, да, то 9-10 игр победила. Живьем красивее, чем на камеру. Ну, они Ну и на камеру красиво. И на следующий выходной Набережную. они в Братиславу. Телевизионная вышка в Питере. Сегодня прохладная погода. Днем, наверное, было плюс 13 дней. Нет, плюс 15. Тепло было. Я познакомился тут с Николаем. Вот. Но не будем его показывать. Расскажем его историю вообще. Он путешествует. Мне 35 раз показывают по телевизору. Ладно, тогда покажем Николая, раз он не парится. Я не парюсь. Да, в общем, он путешествует с хоккейной командой ЦСКА по России. Ну, в принципе, это правильно. Только я по отдельности, а у них свой самолет, а я свои. Ну вот сейчас он от них отстал немножечко. Так-то он с ними обычно ездит на самом деле. Ну, подробности потом я расскажу. Вот, без него, а то он я все перепутаю. Нет, сейчас все-таки расскажу историю. Короче, он из Москвы доехал до Омска. Нет, я сначала долетел до Екатеринбурга. 16 числа вылетел в Екатеринбург. Там посмотрел хоккей. Потом думал, что на следующий день успею посмотреть футбол в Самаре. В случае ФС перенесли игру. Так что в Самаре я просто пил пиво. И впервые из Екатеринбурга до Самары налетел на трубу винтовом самолете. На Ане. Нет, на АТР 72 500. Это не наш, что ли? Нет, это французский. Ну ладно, блин, если мы так подробно все будем рассказывать, не хватит ничего. Поэтому я тебя тогда буду слушать, а потом в конце все сам расскажу вкратце. В общем, мы прошли российскую границу. Все. Проверьте все свои вещи, чтобы ничего не оставить. Кто пользовался спинками кресел, верните их, пожалуйста, в исходное состояние, чтобы пассажирам, сидящим сзади вас, было комфортно выходить. Весь накопившийся за время поездки мусор сложите, пожалуйста, в белые пакетики для мусора. Спасибо. Кофейку. Можем подвести итоги. Ехали мы что-то порядка 7 часов. Какая еще? Да, стоит это удовольствие 1 рубль. На границе где-то час провели. Ну и понятно, что дешевле, чем на машине ехать. Даже в силу того, что грин-карта там не знаю сколько стоит. Вот. Ну, из всех выехавших пассажиров живыми приехали тоже все, в общем, 100% гарантия бессмертия. Ну, вот экспериментально как бы с данным автобусом. Мы с вами прибыли на вокзал. Да, и вот водитель что-то хочет добавить тоже. Убедительная просьба, не забывайте, пожалуйста, ваши вещи. Компания Люкс Экспресс благодарит вас за то, что воспользовались нашим автобусом для своей поездки. Будем рады видеть вас вновь на наших маршрутах. Кто будет возвращаться на наших автобусах обратно в Санкт-Петербург, напоминаю, наши автобусы отправляются
Если оставлять или с собой тебе шашку оставить? Что-то ребята комплексуют перед камерой, вот я не ожидал. В принципе, как-то немножко замолкают. Потому что они. Потому что они не подбухивают, реально. А, типа, вы как мой дедушка думаете, что это фотография будет? Конечно, Серега фотографирует. А, вот здесь, да, интересная, в принципе, тема пошла. Фиг поймешь, что это за аттракцион такой. Ладно, что нам нужно? До 12 тусоваться, непонятно где? Даже позже? Час. А за 2 часа нам на самолет? Ну, то есть там к 11 нужно быть в аэропорту. Слышите? Нам? Да почему в 11? Нам в аэропорту нужно быть в час, например. Так если в час вылет уже. Нет. А, в час? 45. Ой, ёпт. А, за 45 минут здесь? Ну, аэропорт далеко отсюда? Не, ну ехать-то в районе получаса. Полчаса На самом деле, доехать? до аэропорта можно добраться за 45 минут. Короче, нам, да, нужно непонятно чем заниматься несколько часов. Ладно, давайте. Вот, это все мои деньги, которые я взял. €22 70 евроцентов. Достаточно увесистая хренота. Потянет грамм на 700, наверное. Остальное как бы за счет ребят. Что-то погода как в Питере, что ли? Че, Юрка, как ты себя чувствуешь? Шикарно. Шикарно выспался в автобусе. Я часа... Не спал всю ночь. Не, я спал немного. Я просто понимаю, спал я или нет, по наличию слюни, как бы, слюнявой дорожки. Она была, причем такая приличная. Ну, так что я по-любому спал. Не, на самом деле, я могу как бы поделиться впечатлениями о сне в автобусе. Вот, давай, конечно, наконец-то. С моей точки зрения, не очень удобно то, что ты все-таки не в горизонтальном положении лежишь. Получается, что у тебя немножко как бы затекают ноги. Вот. Я пытался каким-то образом принять горизонтальное положение, вплоть до того, что положить даже ноги на столик. Но столик не очень для этого приспособлен. Ну и в принципе, калачиком скручиваться тоже неудобно, поскольку кресло маленькое. Вот. Ну а так в целом ничего. Вот эта вот подушка, которую мне славный Мегафон предоставил, тоже вполне хороша. А, да, ребята, Спонсор нашей Спонсор нашего сна. ребята симулировали пердеж там с помощью этой надувной подушки. Вот. Ну так, я иногда, мне казалось, что вы там что-то подпускаем, да, шептунов, да, пускаете. Потом смотрю, вы подушку все-таки там то ли сдуваете, надуваете. Вот, ну ладно, во-первых, мои впечатления. У Юрки, я так понимаю, вот здесь флаг Италии, я так понимаю. Да, правильно. Ну вот, то есть как бы аккуратно так намекает, что Италию посещал все-таки. Не только северные страны. Потом, по поводу автобуса, я только последние полчаса сообразил боты снять. Вот. И я еще думаю, заметил. да, Мы же ехали в Кельсинки. да, но с негодованием, как бы, я вспомнил про боты, потому что чувствовал, что все уже сняли боты, кроме меня. За это я не люблю автобусы, как бы, ну, разве что вареными яйцами не пахло под конец. Ну и что еще сказать? Ну и, конечно, было бы круто форсануть все-таки на Мерседесе. Я немножко так сожалел, что можно было бы на 80 ехать и на нем, как бы, и, так сказать. Чтобы по расписанию, как бы, да? Да, чтобы чисто, как сказать, сопровождать автобус
и, так сказать, показать своим северным соседям, что мы тоже не пальцем деланы. А вот Серега уже замутил тут эту шикарную. Я, честно говоря, на пивку один. Ну ладно, все, Нара, хватит. Сегодня погода чисто питерская здесь. Тоже морось какая-то. Это просто мыли дорогу. А, мы, ну все равно. Та же хрень, вот, что я вчера на велике катался в Питере. Вот, до новых встреч, друзья. Да, и еще хотел сказать, что мы недавно посещали Выборг. И Выборг так выглядит, прямо скажем, более ушатанно, чем вот Хельсинки, например. И финны, наверное, когда приезжают в Выборг, то им становится понятно, что было с их страной, будь они в составе Российской Федерации. Ну вот как, пока Ленин не отпустил их на вольные хлеба. Но я думаю, что Хельсинки выглядели бы более-менее, потому что это все-таки был бы город... Столица, как минимум, федерального округа. Да, поэтому здесь, скорее всего, тоже было бы неплохо в целом. Может, не так вылизано, как сейчас. Вот. Площадь, в принципе, такая, аккуратненькая. Ну, вот этот арт-объект, как бы, вот особо обратить на него. Наверное, это туалет. Что это еще может быть? Так что Хельсинки нас встречает неплохо пока что.